ВК — это место, где мы встречаем новых друзей, а родные и близкие встречают с улыбкой наш звонок. Здесь можно встретить рассвет за просмотром видео и восходящие тренды в ВК-клипах. Своего любимого музыканта ты тоже встретишь здесь. А если повезет, и любимого человека. Будем вместе. Место встречи — ВК. Здрасте, с вами Даня Крастер, и разрешите мне сегодня поговорить с вами про плазму. Были у нас разные технологии: сверление, резание, трение, даже немного было сварки и даже тиговые сварки. Но мы совсем не говорили про такой метод обработки, как плазмирование, плазмение, обработку плазмы, в общем. Про электродуговую сварку и другой вид сварки с помощью электричества, я думаю, все видели, и так все понятно, что там возникает между электродом и металлом какая-то такая вот электрическая дуга. Сколько она там? 36 вольт, по идее, и до там 300 ампер, грубо говоря. Это у нас получается дуга раскаленная, электрическая, температура которой достигает до 7000 градусов. У плазморезов ситуация похожая, но несколько другая. Вот здесь в шланге есть воздух. Вот здесь в шланге есть плазма. Не работает. По сути, все то же самое, что в сварочном аппарате. Вот у нас минус, мы его цепляем к столу, потому что он железный. Вот у нас плюс. Единственное, что нам надо добавить, это воздух. 6, по-моему, атмосфер. Самое главное, чтобы он был сухой, без загрязнений и без масла. То есть очищенный трехступенчатым очищателем воздуха. Что, давайте включать, да пробовать. Что он вообще живет? Миллион лет его не трогал. И пишет 40 ампер у нас настройка. Кат, чек. Газик проверили. Рез у нас стандартный или авто. Не помню, за что это отличает, пусть будет авто. Префлоу, соответственно, газа мы подаем до того, как начнем резать. Полсекунды. Сила тока 40 ампер. И постфлоу, типа, сколько он будет лить после того, как вы отжали кнопку, тоже 1 секунда. Как и предыдущая половина секунды до того, как начал резать. 40 ампер нам вполне себе хватит, чтобы прорезать вот такой вот профиль. 2 мм толщина стенки у него. Горячая вся. Какие-то такие... Блять, нет, очень горячая. Сука. Какие-то вот такие приколы можно изображать. Самая главная фишка этой штуки — это криволинейное прорезание металла. Да, с брызгами, так как с болгаркой, но зато можно вот такие вот, так сказать, конструкционные профили украшать на свой вкус и цвет. Давайте я, пожалуй, дорежу и посмотрим, что у нас внутри получается, какой рез. Вы знаете, первый раз я на самом деле пользуюсь вот этим плазморезом, чтобы у меня все четенько и быстро получалось. И даже 20-ка, ну типа 2 мм прорезается хорошо и быстро. Странно, может быть, воздуха ей тупо не хватало. 6 атмосфер она жрет. Прямой аналог такой плазменной резки — это газовая резка, когда ацетилен кислород, либо пропан кислород берется и с охеревшим рюкзаком, который может прожечь аж, сколько там, не знаю, 500-600 миллиметров стали. Оно же кислородное копье, потому что по большому счету туда в область уже только кислород надо чистый подавать с офигенным количеством. Оно там все прорезается, плавится, будет, в общем, лють лютая. Короче, о чем я хочу сказать. Здесь металл прорезается достаточно быстро, но присутствуют всякие неровности при движении руками. То есть, как если бы вы ручным фрезером вот так вот шли по деревяшке, тоже любое малейшее какое-то усилие, бзэп, и рез получается кривой. Почему это плохо? Потому что, во-первых, это неровно и не классно, а во-вторых, именно в самом, если у нас есть сварочная ванна, значит и резовая щель должна быть. В самой резовой щели, откуда удаляется металл, это сказывается. Если вы ведете не как робот,
очень ровно, очень под прямым углом, по заданной траектории. Любые тряски, они сказываются на резе, потому что внутри находится расплавленный металл, который выдувается оттуда еще под давлением. Разогревается и выдувается постепенно. Поэтому любые вот такие косячные движения, они приводят к тому, что у вас не только по XY какая-то кривая траектория вырастает, но еще и заваливаются углы. Кроме того, что вот этот облой, или как он правильно называется, гард, по-моему, он тоже скапливается и получается разного качества в зависимости от скорости ведения, там, амперов, которые вы выставили. Некоторый очень херово снимается. Также, что немаловажно, в зависимости от того, на какой высоте и с какой скоростью вы ведете, у вас образуется вот этот вот угол. И, само собой, хорошо бы, чтобы если бы он из металла выкраивал детали с углом 90, правильно? Заранее снятые фаски под сварку, это, конечно, хорошо. И, наверное, можно так настроить плазму, но больше всего интересует, как он будет кроить вот такие вот железячки, чтобы потом меньше всего обработки было. Это Штурмкрафт фирма, плазма CAT-40P называется. Типа 40 атмосфер ее предел. Давайте посмотрим, сможет ли она вжарить, ну сколько здесь, по-моему, десятка. Ну и зацените, короче, какая получается конусность. Во-первых, у меня дугу куда-то нахуй увело вообще вот в эту сторону, как только я начал резать. А потом она шалтай-болтай пошла гулять. Ну и в итоге здесь у нас отрицательная, здесь положительная или наоборот, не помню, как они точно типа называются. В любом случае, эту надо будет срезать вот по этой стороне, эту по этой стороне, точнее по этой стороне. Если не под сварку, конечно. И все это, конечно, ништяк, когда не нужна точность и ровность. Например, вот это могло бы быть каким-то куском забора или какой-то фермы, которая сваривается где-то там наверху. Все очень быстро покроили, как масло, считай, отпилили, приварили. Четко, классно, приятно. Но это не очень ровно, и, во-вторых, поверхность нагортовывается. Ах ты ж, блядь. Нагортовывается и упрочняется за счет какого-то там калильного, от слова кал, эффекта. Поэтому существует альтернатива. Водоабразивная резка, лазерная, с какими-нибудь газами, там, кислородом, например, и электроэрозионная, которых мы касаться не будем, потому что оборудование для всех этих штук стоит достаточно дохера. Для эрозии немного, на самом деле, но в целом забейте, пока не наш варик. Меня нагортовка и упрочнение поверхностное вот это вот в зоне реза не пугает вообще. Во-первых, потому что есть фрезерный станок и гриндер. Во-вторых, потому что я думаю, вот эти поверхности и отверстия вообще обрабатывать на фрезерном станке, то есть сверлить в координаты и так далее. Давайте в двух словах посмотрим, как работает вообще в целом сам плазматрон, и перейдем к более веселым игрушкам. А прежде давайте отрежем от этого диска. Он у меня так уже давно, блядь, давно лежит, я просто не могу найти время. Вот такая вот, собственно, пружина из тарелки звучит. Охуенно, такого грува можно навалить. Работает плазматрон сам до нельзя просто. Давайте посмотрим, что у него внутри. Есть такой вот керамический экран-защищатель. Само сопло непосредственно. Вот эта штука завихреватель. Электрод. Ну и держак электрода. Вот в этой штуке тоже керамическая. Каналы, 3 штуки здесь, они прорезаны под углом. Штука одевается сверху и обдувает электрод воздухом. Вот здесь вы можете заметить даже, как электрические следы по спирали у нас появились. По сути, у нас вот здесь вот дуга между вот этим и вот этим электродом внутри возникает. Воздух под давлением все это говно выпуливает, она встречается с массой и уже горит где-то между соплом и основным материалом.
В принципе, в двух словах про плазму это все. Единственный момент я вам забыл сказать, что температура этого факела самого плазмы, который вырывается из плазматрона, может достигать 30, тысяч градусов. Это вообще не кислые температуры. На поверхности Солнца, я напоминаю, по-моему, от 5 до 7 тысяч. Как вам такое дерьмо? И именно за счет этого офигенно раскаленного факела она очень быстро плавит металл, а уже каким-нибудь воздухом или специально подготовленным газом под давлением вся эта штука продувается настолько, что раскаленный жидкий металл оттуда просто выплескивается, выдувается. Это можно отлично заметить на вот этих вот резах, типа под каким углом все это происходило, где начинался момент выплескивания, медленно или быстро вы ведете, правильный ли ампераж. Короче, это все классно и весело. Но я что, долбоеб в 2023-м руками все ручками пилить? Есть же роботы! Есть же роботы, блять, роботы! По-хорошему, мастерская должна начинаться с заземления. При заезде 5 лет назад мы понадеялись на контур 70-х годов из полосы, которая идет по всему периметру помещения. Как оказалось, она просто бесполезно висела на стенах и ежегодно перекрашивалась во всеми любимый цвет подъезда. Время шло, станки появлялись, а нормальной землей так и не пахло. Впрочем, как и сгоревшими станками. Но в этот раз мы наконец исправили косяк. Заказали готовый набор со стержнем длиной 4,5 метра. При промерзании почвы в Питере 1,5 метра. Сбурили перед зданием и протянули к долгожданному месту. Теперь можно спокойно спать и не бояться, что тебя уебет корпус какого-нибудь станка. Сейчас в комментах начнется дискуссия про сварные треугольники, из правил устройства электроустановок, растекание, засыпание соли в яму с шиной, не ту гофру, не ту почву, не тот ретроградный Меркурий, но наша Земля со своей задачей справляется. Ты же делай как тебе удобно, хоть бухаку в землю закопай и к раме приварись. Давайте перейдем к батиному варианту плазмореза. Я никак уже 4-й десяток пошел, усы отрастил. Вот наш источник, который будет зажигать нашу дугу. Это большая промышленная штука мощностью аж на 100 ампер. К ней, само собой, нужно нормально готовить воздух. То есть вот здесь у нас находится 3 фильтра. Вот это, по идее, собирает влагу, вот это влага масла, а здесь какие-то супер мелкие частицы отделяются, типа 1 микрон, что ли. Вот этот 5 микрон, 3 микрона и 1 микрон. Я бы еще какой-нибудь пылеуловитель поставил бы вот здесь, вот микрон на 25, наверное. Что-то мне кажется, для фильтра тонкой очистки нужно еще грубой очистки добавить, 1 блочок хотя бы. Но в любом случае, мы сюда даем давляк и выкручиваем на его рабочее давление, это 6-6,5 атмосфер. Дальше мы включаем сам источник плазмы. Я отсюда уже наебнулся замечательно. Второй раз не очень хочется. Работает. И выкручиваем здесь 80 атмосфер. Ты же, скорее всего, еще до видео знал, что мы здесь плазму ковыряем. Если нет, это значит, что ты не подписан на наше сообщество ВКонтакте. А между прочим, там вся жизнь мастерской с информацией про все проекты и все-все-все. А еще мы там устраиваем конкурсы с крутыми призами. И как раз сейчас можно еще успеть принять участие и выиграть наш мерч, который, к слову, нигде не купить. Так что в описании я оставил ссылку, подписывайся и участвуй. Вот эта штука, я думаю, многим знакома. Это ЧПУ механика, по сути. Вся верхняя штука снимается со стола. Здесь находится вода. Там вообще пустой ящик. Тупо у нас есть 2 направляющие и вот этот портал, по которому ездит еще одна направляющая. Это у нас XY. Ось Z здесь комплектно не было, я ее добавлял отдельно. И она не очень удачная в том плане, что она очень широкая для этого станка. Она съедает много места слева и справа. Возможно, я ее в будущем заменю. По большому счету, вот эта штука вместо моей руки, которой я держу горелку, может ездить лево-право, вверх-вниз. Вверх-вниз пока не может. Это отдельная боль. Но мы до этого еще доберемся. И по сути, чтобы вас не пугало вот это вот обилие проводов, тех, кто не шарит, я вам так скажу. Все вот это соберет школьник, реально, который увлекается там робототехникой или какими-нибудь примитивными контроллерами. Потому что здесь по большому счету вот в данный момент работает ось X и Y, работает питание и 2 концевых датчика. Все. Вот это 2 блока питания, типа ничего сложного в них нет. Вот это драйвер двигателя, сюда подключается информация с мозгов, питание, а она же уходит потом на двигатель. Это 2 дополнительных, то есть у нас 2 отвечает за ось Y, 1 за ось X. Ни хера сложного вообще. Мозги здесь стоят
Это самая важная часть, которая типа управляет всем станком. Ричафта A12. Вот такие пульты — это вообще супер классика того, что можно помацать, если вы пытаетесь затарить себе какую-то чепуху. От десятки и до 50 тысяч они стоят. За чирик совсем херовые китайские жесткие адские подделки. За полтос, по идее, можно фирмовый Китай купить. Но, тем не менее, вот эти пульты — это то, с чем я сталкиваюсь, уже, получается, в районе 10 лет, когда пользуюсь всякими чепухами. Мне это надоело, я хочу лучше. При том, что вот эти пульты, здесь это плазменный пульт, он называется A12, а от A11 он отличается чем? Прошивкой, блядь, ничем больше. Есть еще пульт A18, там то же самое все, что и здесь. Но прошивка там на A18, на типа 4 оси. Я хочу, сука, экран, тачскрин. И самая главная геморройная хуйня вот в этих мозгах. Здесь нет управления вверх-вниз. То есть это мозги для плазмы, у которых есть управление только X и Y. Здесь все это подгонялось вручную. Но когда ты вручную поставил какой-то определенный зазор, который тебе нужен для металла и для того прохода по толщине, который ты будешь резать, допустим, металл немного поплыл, и его там в середине листа вспучил на миллиметр, потому что дерьмового качества горячекатанную ссанину изи вообще купить в магазах. И он начал прожигать либо какой-то положительный или отрицательный угол, либо не дожигать вообще, и либо прилипать и портить экран плазматрона. Супер говно. Поэтому для того, чтобы можно было вот этой штукой управлять вверх-вниз, была затарена вот эта вот машинка. Это называется THC. Фирмы Fanglink F1621, если кому-то вообще интересно, хоть кто-то столкнется. И она может управлять высотой вот этой вот оси. Мы, кстати, на стримах, записи стримов на Бусти, можете заценить, достаточно долго ебали, чтобы все сюда поставить. В итоге все у нас встало, но, возможно, придется обратно менять все это на шаговый двигатель, и зря я ебался. Но не суть. А вот эта штука, она может управлять вот этой херней, определяя, какое напряжение дуги у нас здесь. Оно там варьируется от 90, по-моему, до 160. И подыгрывать вот этим моторчиком с редуктором на 24 вольта. Типа выше, ниже, такой уп-уп-уп-уп в процессе. Но, блядь, интерфейса, чтобы соединить Ричафта A12 и Fanglink 1621 THC нету нихуя. Я заебался. Я достаточное количество прокурил всяких мануалов, поспрашивал у знающих людей и понял, что это, пиздецкие костыли. В том плане, что ты должен четко знать, как работает контроллер, на каких уровнях он высылает какие сигналы, чтобы залезть вот сюда, перепрограммировать его, чтобы он работал с этим, как эта херня здесь называется, up и down. Здесь управление называется, вот типа протокол up, down, aft, не знаю, можно ли это назвать протоколом. Изначально вот эта штука покупалась не мной и должна была поставиться на Mac 3 железку, которая вставляется в комп. Я подумал, да пошло оно все нахуй, я ее сейчас подключать вообще не буду, буду резать, как мне вздумается. А потом просто все пересоберу на сборке на ПК с тачскрином, со всей хуйней, с пиздатыми мозгами, и все у меня будет классно и бомжественно. И самая большая боль на данный момент остается в том, чтобы вот эти мозги в нужный момент зажигали дугу, потому что зажигается она здесь очень просто. Зацени. Я просто зажигаю, закорачиваю вот эти два контакта, и плазма зажигается. Интересная история на самом деле вот здесь, то есть если с этой стороны у нас перемещение там сколько, 1200 миллиметров было ему ок, на вот эту вот шестнашку, чтобы прорезать, то вот здесь у него получился угол, металл начал как-то не очень эффективно съебывать, и из-за того, что вот здесь у нас уже дуга пропала, вот эта штука у нас не прожглась, а вот этот не успел съебаться как следует. Здесь вы можете видеть, как не только на срезе вел себя факел, типа что он отрезал, что нет, как выходил материал, но еще и конусность, которая меня не устраивает, это трапециидальность, правильнее сказать. То есть угол получается не прямой у этих деталей. Прежде чем начать им резать, давайте же посмотрим, какие здесь есть детальки самого сопла, потому что это тоже не так все тривиально, как может показаться.
их необходимо менять для разных режимов. Здесь есть такой вот экран, керамический, судя по всему. Они различаются по режимам. Этот на 100-130 ампер. Внутри у нас также есть сопла на 120 ампер. Вот эта херня называется завихритель потока. Здесь под углом тангенциально просверленное отверстие. Вот это сам непосредственно электрод, который дает дугу. Вот это сопло, из которого вырывается жопный сноп искр 120 ампер. И экран, чтобы брызги не убили сопло раньше времени, он тоже, по-моему, на какие-то там 130 ампер. Отличительной особенностью плазменного резака является то, что под определенный ампераж, то есть 40-80 ампер, 80-120, 40-80, надо подбирать определенный набор вот этих вот завихрителей, электродов, сопел, вот этой защиты и экрана. Короче говоря, у нас вот сейчас вот такая вот сборка, и мы, как я полагаю, можем резать от 80 ампер. Но прежде чем мы начнем вовсю резать, я бы хотел сделать несколько доработок, чтобы можно было юзать по кайфу вот эту вот машиночку, ну, не считая мозгов. Пока здесь все работает на мозгах А12, я буду запускать горелку вручную. Потому что, во-первых, могу это, а во-вторых, чтобы хоть как-то пока работало. Кстати, угол довольно приличный получился. Где-то да, где-то нет. Причем прикольно, в отличие от маленькой горелки, которая загорается, как только вы касаетесь материала, ну и нажимаете кнопку, вот это имеет пневматический поджиг, то есть там электрод типа такой ударяется, в сопло возникает электрическая дуга, и для начала у нас есть такая штука, как пилотная дуга, которая ищет материал, и если его не находит, она отключается, ну, по идее там защита есть. Если находит массу, масса, кстати, вот она вот здесь, он начинает, ну, подключает основную прожигающую дугу и ебашит уже насквозь. Если у нас нет массы, он так и будет жечь пилотной дугой. Как вы можете заметить, она не проплавляет металл. В идеале, конечно, зачистить весь стол и кинуть на него массу, чтобы в любой точке вырезаемая деталь контачилась. Но я пока хочу поставить вот такую приблуду сварочную специальную. Это масса-магнит. Всегда есть контакт. Ну и как вы можете заметить, внизу у нас находится вода. Она нужна, чтобы поглощать в себя всякие продукты резания металла, газы, там, хуязы и прочее говно. В общем, весь шлак оседает в воде, чтобы не лететь наверх. Сейчас будем открывать переднюю панель, я залезу внутрь и будем смотреть, куда там можно установить нововведения некоторые. Внутрь, соответственно, я хочу установить вот такой бак, насос и подключить все трубками и тумблерами, чтобы можно было сливать и наливать воду, чтобы она не стояла и не испарялась у меня в этой ванне. Внутрь у нас пойдет пока что вот такой вот насосик, я не знаю, сколько он проживет, видимо, не очень долго, потому что литься будет реально адская, блядь, шляпа в него, но тем не менее. И удочку, соответственно, мы тоже забираем пока что. Она не будет использоваться в данный момент. Нахуй придумали такое неудобное жилище. Вообще странно здесь все сейчас. Ой, а что все такое кривое? Это пиздец. Вы чё? Ладно, я, короче, не буду вот эту хуйню отсоединять пока, потому что по-хорошему надо вот сюда ставить 12-вольтовый какой-нибудь соленоидный клапан, который будет нормально закрытый. Как только у нас тумблер встает во второй режим, он начинает сливать. В первом режиме он начинает наливать с помощью моторчика, ну вот этого вот, который тоже, по идее, хорошо бы заменить на 12 вольт и не гонять здесь 220 по воде, корпусу и прочей хуйне. Так что пока вот эту штуку я оставляю, и сейчас с обратной стороны подберусь, и через вот это вот окошечко я сюда все установлю. Да? Да, потому что что? Потому что я пиздатый, вот что.
И пошло говно по трубам. И тут вдруг до меня дошло, что то, что мне внизу показалось супер кривым, это всего-навсего укос плоскости вот этой в сторону слива. Так, у нас все слито. Теперь я предлагаю включить помпу для аквариумов. Ох, проживет она явно недолго, очень. Нашли в инете вот такой вот чертежик инжекционной горелки. Ему 100-500 миллионов лет. Все, кому не лень, уже по нему делали. Соответственно, в инвентаре накидываем такие вот детальки, их раскрои, экспортируем потом в родную прогу для плазморезки. Yukan Nest V10 она называется. Мы это дело сейчас такие output заливаем на флешку и несем в станок. И да, кстати, спасибо за ваши лайки. Только на этом и держимся. Не забывайте ставить их под этим видео, под всеми остальными в том числе. И напишите в комментах, что мы будем вырезать вот из этой пилы. Это 9HF, 4 миллиметра диск. Мы его сможем прорезать, сможем потом металл отпустить, закалить. В общем, единственное, что ножи, сука, делать нельзя. Ножи, стреляющие винтовки, луки, арбалеты, все нахуй. А мы тем временем переходим к тому, что будем вырезать сопла из 2 миллиметров. Итого за какие-то там, я не знаю, 7-8 минут у меня есть комплект деталей, которые мне нужны для того, чтобы из них выстучить инжекционную горелку. Но мне нужен второй такой набор. Есть большая проблема вот в этих листах, потому что они делают вот так вот. И именно, сука, для этого нужен контроль высоты. Это пиздец. Ну что, вот такие два комплекта железок у нас сегодня получились. Промежуточным итогом я доволен, но делать мы эти горелки будем в следующем видосе. Так что не пропусти, подпишись, поставь колокольчик в 3-й режим. Если видос понравился, конечно, мне было очень приятно, если ты поставишь лайк. Возможно, даже напишешь, что нам вырезать из дисковой той пилы. А с плазмой на сегодня все. Мы ее оставляем в таком виде, в котором есть. В полуавтоматическом режиме, держа кнопку, можно вырезать детали и уже делать какие-то проекты. Но я ее буду переделывать, как только приедут новые мозги. Потому что не хочу я мириться с компромиссами, со всякими и костылями и так далее. Хочу сделать пиздато. Всем спасибо за просмотр. С вами была мастерская БНБ, Даня Крастер. И до скорых встреч, я не прощаюсь.